Привет, с вами Алена, у меня в гостях моя постоянная клиентка и один потерянный ноготь. В общем, до этого они были просто красные, тут стандартное укрепление базой. У нас всегда бывают отслойки, мы уже пробовали, по-моему, все материалы. Там было, кстати, ее фирменное сердечко, она всегда это делает, когда я отворачиваюсь, показывает мне сердечко в кадр, и потом при монтаже я его нахожу. В общем, переходим к снятию, берем твердосплавную фрезу. В этот раз я взяла фрезу с фиолетовой насечкой, она достаточно мягкая, очень нежно и деликатно снимает покрытие. Здесь очень тоненький слой базы, есть отслоечки, поэтому работали очень осторожно, чтобы не спилить чего-нибудь лишнего. После того, как мы выполнили снятие, конечно же, мы должны приступить к самому маникюру и опилу свободного края. Я в последнее время все больше предпочитаю сначала отодвинуть кутикулу и только потом уже пилить, потому что после отодвигания кутикулы ногтевая пластина может поменяться в размере. Причем на одном пальце нарасти может больше, а на другом меньше. И в итоге, если вы сначала подпилите, а потом будете двигать кутикулу, то у вас могут получиться разные ногти. Кстати говоря, если с глазомером напряженка, можно использовать циркуль. Я как-то показывала, это очень просто. Это как в школе, замеряешь длину одного и другого, и все понятно. И, кстати говоря, самый длинный ноготь – это средний и большой, если кто не знает. А указательный и безымянный на 1 мм будут короче. В общем, после того, как вы обработали кутикулу и сделали срез любым режущим инструментом, я люблю работать кусачками, но это не значит, что ножницы или, например, твизеры или просто аппаратный маникюр – это плохо. Конечно же, нет. Каждый работает в той технике, которая ему удобна. Есть даже мастера, которые работают в классической технике маникюра. Например, вот Ольга Антипова, Антипуш, она очень крутой инструктор по классике. То есть у нее нет никакого аппарата, никакой пыли, у нее там ремуверы или мацерация, что-то такое. Я не была у нее на курсе, но у нее офигеть какие крутые работы. В общем, каждому свое. Главное вовремя остановиться, чтобы не навредить клиенту. А я во время монтажа всегда, когда смотрю, думаю: господи, какой кошмар, какой нечистый маникюр. А потом понимаю, что это просто пылька или там какая-то сухость неувлажненная. В общем, главное немножко тормозить, когда начинаются приступы перфекционизма. А я тем временем буду выполнять дизайн, который мельком увидела где-то на какой-то зарубежной страничке, вроде бы в Инстаграм, и в итоге даже не смогла найти автора, поэтому никого не отмечу. Если знаете, чей дизайн, обязательно напишите. В общем, там косо-криво я увидела, что вроде как используется прозрачный полигель под основу. Нужно скатать вот такой нелепый шарик и потом какой-нибудь металлической лопаточкой его смять, чтобы появилась фактура, и дальше его нужно отправить на просушку. Пока сушится, выковыриваем кусочек патали. У меня вот такая многоцветная. Не спрашивайте, где купила, по-моему, на Алиэкспресс, но это не точно, я просто этого не помню. В общем, на липкий слой этого полигеля мы приклеиваем кусочки патали. У меня в планах сделать дизайн, который я назвала «Глубина», потому что мне кажется, что он очень глубокий и такой интересный. В общем, налепили патали, и дальше берем любой кисточкой, которая вам удобна, аккуратненько притаптываем в тирку. Она должна прилипнуть у вас на липкий слой. После этого я взяла коричневые акварельные капли, потому что у меня в планах использовать коричневый и бирюзовые оттенки. В свободной форме просто наляпываю, липкий слой не снимала, капаю как попало, неравномерно, везде по-разному. Они сами растекаются, и эффект уже достаточно прикольный, но не хватает заполнить еще краешки. Поэтому отодвигаем кутикулу, так как она в процессе работы, возможно, уже немножечко упала, и берем еще несколько оттенков. У меня это темно-коричневый и такой бирюзово-зелено-синий, такой непонятный цвет, но по мне он очень морской. В общем, пока набираю на кисточку один из оттенков, это будет зеленый, но мне кажется, не принципиально в каком порядке. В общем, прокрашиваю часть зоны возле кутикулы, помогаю размыть это все кисточкой натуральный ворс двоечкой, которую я обычно использую в акварели. Дорисовываю возле кутикулы, отправляю на просушку. Работаю по одному пальчику, чтобы ничего никуда не утекало. Соседний ноготь уже делаю с другой стороны и стараюсь, чтобы все это было
ну, как вам сказать, неровно, асимметрично, чтобы это выглядело природно. Главное, никакой логики. То есть, если будете делать одинаково, это будет уже выглядеть подозрительно. Дальше берем второй наш оттенок. У меня цвета, кстати говоря, от Newton. Ссылочку, как всегда, оставлю. Это очень плотные однослойники. И наносим его рядом с коричневым. Тоже плавно растушевываем, растягиваем, размазываем. В общем, кому как удобнее. Главное, чтобы выглядело это натурально и стихийно. Как видите, где-то я тонкой кистью, где-то все-таки продолжаю работать натуральной. Натуральная кисточка в этом плане очень хорошо для всяких размазываний и растягиваний. Дальше мне нужно было что-то похожее на белый, но не белый, поэтому я немножечко намешала. Гель-лаки можно смешивать, вам ничего за это не будет. Делаем корявую прорисовку, техника, как говорится, трясущейся руки, и просушиваем это. Дальше добавляем уже чисто белого, тоже какие-то разводы такие оставляем. И помним, что мы до этого нанесли только тонкий слой базы и ничего не выравнивали, а значит, пришло время для выравнивания. Я беру умеренно жидкую базу, потому что люблю, когда пожиже материал, и мне казалось, что она легче здесь ляжет, не будет пузырей. В общем, выровняла, просушила, и дальше понимаю, что все равно придется пилить, потому что, как бы я ни старалась, изначально у меня уже была неровная фактура, и мне нужно все это дело реанимировать, поэтому привет, опил. Обязательно опиливаем свободный край, все подбираем и также осуществляем верхний опил для того, чтобы все точно было ровно и красиво. За счет того, что у нас уже выравнивание прозрачной базы поверх рисунка, у нас будет глубина, потому что сейчас сверху я еще планирую рисовать. Но теперь я возьму акварельные капли. И они у меня очень редкие. Это акварельные капли белого цвета, такие мало где есть, но мне все-таки удалось их найти. Фирма это называется Леди Лика. Очень красивые капли, они дают потрясающий эффект такой, ну не знаю, может быть, морской пены. И за счет того, что у нас там есть база и прослойка, это выглядит прям, знаете, как вот эти вот картины сейчас же делают из эпоксидной смолы. Вот у нас примерно такой же эффект. И дальше нам остается все это покрыть топом, выровнять, сделать блик. И, собственно говоря, сам дизайн готов. Мне очень понравился. Осталось только убрать пыль и подрезать какие-то мелкие заусенцы после опила. Но это будет сильно потом. А сейчас вернемся к нашему инвалиду. Все-таки его необходимо донарастить. И вообще мы очень странно выполнили маникюр. Мы покрасили только 3 ногтя и потом приступили к покрытию всех остальных, потому что задумка была в том, что у нас 3 ноготочка с дизайном, а остальные будут с таким вариантом а-ля бэби-бумера. И я решила попробовать сделать этот бэби-бумер с внутренней растяжкой. Ну, знаете, как сейчас было модно, да, когда цветные гель-лаки растягивали и сверху перекрывали, например, молочкой. У нас все будет немножко по-другому. Ну, во-первых, мы наращиваем ноготь. Я взяла тот же самый прозрачный полигель, растянула его апельсинкой. Не забываем поджать, чтобы это выглядело не плоско, более естественно. Остужаем материал салфеткой, смоченной в обезжиривателе. Спиртик быстро испаряется и ноготочек остывает. Чуть-чуть делаем опил свободного края, и дальше нам необходимо заполнить основной объем. А потом, после опила, у нас начнется дизайн. В последнее время я полюбила работу мокрой апельсиновой палочкой. Очень удобно раскладывать. И дальше уже стягиваем на нет, выравниваем все кистью. Кисточка у меня для акрилового моделирования. Она натуральная, очень удобная для меня в работе. Я думаю, что это удобнее, чем работать синтетикой. Но опять-таки на любителей, кто его знает, может однажды я и синтетическую кисть встречу, которая мне понравится. Выполняем поверхностный опил, проверяем, чтобы все было чисто и красиво, и, наконец, занимаемся остальными ногтями, ведь они у нас все еще не покрыты. На подложку наношу прозрачную базу, главное, чтобы она хорошо стояла, там каучуковая, руберовая, короче, у кого какая. И дальше рисуем не до френч, ну просто красим кончик и берем кисточку для градиента, начинаем растяжку. И честно, я считаю, что я накосячила, потому что мне не понравилась плавность этого градиента и плотности базы, которую мы перекрыли, все-таки не хватило. Я считаю, что лучше бэби-бумер делать, наверное, аэропуффингом. Это, знаете, такие губочки, которыми набивают. Он там более плавный получается. Ну, или аэрографом. Но на тему аэрографа, конечно, у меня там свои заморочки. Я все-таки считаю, что его дольше отмывать, чем им работать.
Ну, кто-то работает, кому-то нравится. Мне просто немножко не зашло, хотя кто его знает, может, однажды я снова куплю аэрограф и буду его осваивать. С чем черт не шутит, как говорится. Никогда не нужно отказываться от какой-то техники. Всегда может поменяться настроение. Мы же девочки такие изменчивые. В общем, мы выровняли все это гелем. Кстати, он с сухоцветами. Это наш местный замес. Мы намешали таких гелей очень много. И, как видите, там беленький немножко просвечивает неровным забором. Но в итоге на фото и видео все получилось очень даже симпатично. И вообще после этих 3 ногтей все остальное уже совсем не важно, ведь я даже уже и не обращаю внимания на остальные ноготочки. Самое главное вот эти, которые получились глубокие. И честно, я очень довольна дизайном, все вышло просто супер круто. В общем, с вас лайк, подписка и комментарий. Это мне в благодарность за мою работу. А вам большое спасибо за то, что смотрели. С вами была Алена, и пока-пока.